Друзья, всем привет! Это Ризома, и сегодня я вместе с вами хочу написать трек для моего грядущего альбома. Один альбом я уже написал таким образом на одном синтезаторе. Многие из вас уже знают, что я пытаюсь написать второй такой же. Ссылка на первый я оставлю в описании. Можете его послушать. Это не будет туториал, я просто хочу поделиться с вами процессом создания и мыслями, которые у меня возникают. В этом альбоме у меня так получилось, что каждый трек, который я написал, а я написал уже 8 треков, это сейчас будет 9, и для 10 у меня уже есть идея. И вот как раз насчет идеи, в этом альбоме у меня получилось так, что все треки, которые я написал, они содержат в себе какую-то очень четкую идею. И вот для этого трека у меня вот какая идея возникла. Я хочу написать 2 мелодии контрапунктом. Контрапункт — это когда мелодии являются самостоятельными, но они играют вместе друг с другом. И они могут как дополнять друг друга, так и контрастировать друг с другом. Но что более для меня захватывающее, я хочу не только написать 2 контрапунктирующие мелодии, а еще и уместить в эти же 2 трека, которые у меня есть, я ограничен 2 мелодическими треками, еще бас и аккорды. Давайте, наверное, постепенно начнем. Я знаю точно, что у меня темп будет примерно 130 для начала, я потом, может быть, его изменю, но обычно я где-то в пределах 130-135 пишу. Сейчас я начну выбирать звук, и мне он нужен, во-первых, полифонический, мне нужно, чтобы я мог играть одновременно больше одной ноты, потому что мне нужно в одну партию синтезатора уместить мелодию и гармонию, а в другую мелодию и бас. И для этого мне нужно сделать так, чтобы у меня играло несколько нот одновременно. У меня нет как такового звучания в голове, то есть я сейчас просто выбираю звук, но я точно знаю, что он должен быть довольно четким и отчетливым. Его должно быть слышно, потому что будет звучать 2 мелодии и одновременно с этим еще гармония с басом. То есть это не должен быть какой-то расплывчатый, типа вот такого звука, где происходит много всего. Он, конечно, красивый, не спорю, но нам такой не подойдет сегодня. Я думаю, я пока остановлюсь вот на этом звуке. Давайте выберем лад. Я знаю, что я буду писать во фригийском ладу. Это вот эта кнопка. И я буду писать в тональности соль. Почему фригийский? Потому что получается придумывать мелодии во фригийском ладу. Не знаю, как это работает. Возможно, что просто какое-то сочетание интервалов, которое мне нравится, которое мне близко и в котором мне довольно просто придумывать что-то. Выбрали звук. Теперь пишем мелодию, придумываем мелодию. Вот это мне сейчас понравилось. Я не очень хочу делать эту мелодию длинной, потому что, во-первых, ее будет дополнять гармония, и из-за смены аккордов будет казаться, что она разная, плюс ее будет дополнять сама другая мелодия, контрапунктирующая. Я сделаю ее 2 такта, и первый такт я вот оставлю такой, который я сейчас придумал. Сделаю их чуть-чуть подлиннее нотки, чтобы они длились. И теперь придумаю вторую вариацию этой мелодии, второго такта. Я думаю, что я пока так оставлю. Если что, то я что-то поменяю. Но пока мне все нравится. Давайте перейдем во второй синтезатор. Выберем тот же самый звук, который у меня здесь. Вот этот звук. И сейчас я вам магию покажу. Мне безумно нравится, как звучат вот эти мелодии контрапунктом, который играет. Если у вас вдруг возникают какие-то барочные флешбеки, то не удивляйтесь. Этот звук очень похож на клавесин. И мне кажется, что в целом в барокко довольно часто использовалось вот это контрапункт. Мне очень нравится вот это вот такая какой-то фолк народный появляется, когда вот это вот, не знаю, что это, кварта, не кварта.
В общем, когда вот этот интервал играется, такой... Что-то народное такое. Прикольно звучит. Вот это мне сейчас очень понравилось. Я думаю, что я в первый такт вот это сейчас запишу. Клево. Теперь давайте подумаем во втором такте какую-то вариацию этой мелодии. Есть. Придумал. Давайте подумаем над аккордами. А вот аккорды я, наверное, сделаю подольше. Я не буду делать 2 такта аккордов, я сделаю, наверное, 4 такта. Потому что смена аккордов, как я уже говорил, будет влиять на восприятие мелодии. Смена гармонии влияет на восприятие мелодии, и с разными аккордами одна и та же мелодия звучит по-разному. Теперь давайте попробуем написать эти аккорды, причем я буду транспонировать, скорее всего, потому что мне нужно уместить это все в одну октаву. Но первый аккорд будет вот таким, второй чуть-чуть, потом спускаемся на вот эту четвертую ступень. Единственное, что мне не очень нравится, это то, насколько сильно улетает вот эта вот вторая или третья. То есть вот здесь вот этот вот аккорд, поэтому я транспонирую вот эту ноту вот сюда, вниз. Да, вот так хорошо. Теперь мне надо послушать бас, который я хочу, потому что у меня есть определенный ритмический рисунок, мне надо его послушать для начала и вспомнить, как я хотел его написать. Так, друзья, я, кажется, запомнил. Теперь осталось только записать. Это было долго. Послушаем, что получилось. Сейчас мы переходим к ударному, и это самое крутое. Давайте я послушаю и подумаю вообще, в каком стиле я хочу писать. Это техно, это какой-то брейкбит или что. Я думаю, что я здесь оставлю прямой бит, прямую бочку, чтобы не усложнять и без того сложную мелодию, в смысле для восприятия. Как я выбираю бочку, сложно сказать. Но в данный момент мне хочется, чтобы у нее был какой-то понятный огибающий, без всяких ву-ву и так далее. Поэтому я вот, скорее всего, выберу вот эту. Супер жирная бочка. С хай-хэтами я тоже далеко и изобретать велосипед не буду. Скорее всего, это будет хаус-техно-штука с хай-хэтом на слабую долю, с быстрыми хай-хэтами. И, возможно, либо какой-то снейр, либо какая-то перкуссия будет. Кстати, надо сохраниться. Хочется, чтобы начало у хай-хэта быстрого было каким-то таким мягким. Вот без такого.
думаю, что вот такой оставим. Не буду особо здесь хаос-украшательством заниматься. Сделаем попроще. Сделаем здесь одинаково, здесь немножечко такой апбит. И здесь мы продублируем это вот сюда. А здесь уже сделаем сбивочку. Теперь мы, во-первых, сделаем... Здесь есть офигенная функция probability, что означает вероятность. И это означает, что чем выше вот это, чем больше заполнена вот эта полосочка, тем выше вероятность. Максимально зеленая — это значит 100% он ударит. А вот чуть поменьше — это значит, что не 100% он ударит. И сейчас я хочу немножечко разнообразить эту мелодию. Я хочу, например, вот здесь вот сделать, чтобы он был вот таким вероятностью, такой вероятностью. Вот это будет, скорее всего, 100, а вот это будет чуть-чуть поменьше. И с velocity мы тоже сейчас поработаем. Чуть-чуть я сделаю поживее эту партию. Немножечко повысил тон снейра и чуть-чуть обрезал его хвост. У него там какая-то комната присутствует, я не хочу ее слышать, я хочу, чтобы он был хлесткий. Сейчас будет крутой фокус. Есть офигенная функция swing. Она находится там же, где и темп. Темп мы уже выставляли сегодня. А swing — это смещение слабой доли относительно сильной доли. И если я прибавляю, то создается такой bounce-эффект, а если я меньше 50 ставлю, то создается ощущение, что такой drunk beat. И здесь, в данном случае, это, скорее всего, будет ускорение. Не очень заметный эффект, но он чувствуется. Один из самых моих любимых эффектов — это, конечно, сайдчейн. Сайдчейн — это когда у нас играет бочка, например, если мы выбираем бочку, и все, что играет вместе с ней, начинает проваливаться под нее. И вы сейчас это 100% услышите. И это сразу создает невероятное ощущение кача. У меня лично. Не знаю, может быть, у кого-то нет. Вот, но у меня прям создается грув. Офигенный грув. Единственное, мне надо подумать здесь. У меня на первой дорожке играет бас. Я не хочу его очень сильно под бочку прятать. Аккорды, наверное, да. Аккорды хочу. Там, где бас, я сделаю чуть-чуть поменьше. Давайте мы послушаем эффекты. У нас есть много дилеев и несколько ревербераций. Обычно, как я выбираю дилей и реверберацию, я выкручиваю на максимум и слежу, чтобы не развалился грув. Если грув не разваливается при максимальном дилее, я, конечно, его оставляю и делаю потише. И все. Если разваливается, я выбираю другой дилей. А вот сейчас слышно, что это не клево звучит. Мне вот этот больше всего понравился. Он звучит и чисто, и как-то не разваливается ничего от него. Теперь я сделаю потише. Теперь то же самое мы сделаем с реверберацией. Я думаю, остановлюсь вот на этом. Вот эти уже, этот совсем уж слишком там с каким-то эффектом еще, эти слишком большие, тоже грязнят немножечко. Эти слишком маленькие, создают ощущение какой-то коробки или, очень маленькой комнаты. Как вы думаете, идея добавлять дилей в бас — это хорошая идея? Или реверберацию? Если будет плохо, грязно и так далее, то не будем. У бочки слишком длинный хвост, ее надо сделать покороче. Я хочу, чтобы у нее осталось вот это тело, очень тяжелое и очень басовое, но при этом не было хвоста лишнего. Что еще очень важно, надо добавить на снейр реверберацию, которую мы добавили на синтезатор, тогда сразу все склеится.
Друзья, я сохраняю. Я еще доработаю этот проект. Мне еще надо свести немножечко здесь. Я это уже сегодня не буду делать. Небольшой джем напоследок. Спасибо, что были со мной. Ждите выхода нового альбома, послушайте старый альбом. Я надеюсь, вам было интересно, и я надеюсь, что вам понравится грядущий альбом. Спасибо огромное. Счастливо.